Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами одним из моих любимых рецептов голубцов. Это ленивые голубцы с фаршем в духовке. На мой взгляд, это самый вкусный рецепт. Готовятся они просто и очень быстро, а получаются такие вкусные, нежные, что от них невозможно оторваться. Рекомендую их приготовить и попробовать. И для рецепта мне понадобится промытый рис выложила в сотейник, заливаю водой, добавляю немного соли и варю до полуготовности. Мелко порежу один зубчик чеснока. И также мелко режу луковицу. Поставила разогреваться сковородку, наливаю немного растительного масла и добавляю немного сливочного. Отправляю обжариваться лук и чеснок. Обжариваю до легкого золотистого цвета. К слегка обжаренному луку добавляю натертую на крупной терке морковь. Также обжариваю, чтобы она стала мягче. Обжаренные лук и морковь перекладываю в тарелку и даю им остыть до комнатной температуры. Отваренный до полуготовности рис солью через сито. Также оставляю остывать. Мелко порежу капусту. Перекладываю ее в миску. Капусту солю и хорошо помну руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. В большую миску отправляю фарш. Для рецепта я использую фарш ассорти. Можно использовать либо фарш свинины, либо фарш говядины. Добавляю рис, обжаренный лук и морковь. Капусту слегка отжимаю и также отправляю в миску. Добавляю яйцо, немного соли, так как рис и капуста у меня уже соленые, черный перец. Добавляю 1 чайную ложку сушеного чеснока, чайную ложку кориандра и чайную ложку паприки. Хорошо все вымешиваю до однородности. Все специи, соль и черный перец добавляйте по своему вкусу. Чтобы проверить, какой фарш получается по вкусу, я отбираю немного и готовлю его в микроволновке, буквально в течение 10-15 секунд, и попробую. Фарш готов. Наливаю немного растительного масла, смажу им дно формы. Из фарша формирую фрикадельки среднего размера. Я их делаю слегка овальными и выкладываю в форму. И я хочу поделиться с вами одним секретом, чтобы фрикадельки не развалились в соусе. Сейчас я их отправляю в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 10 минут. Фрикадельки сверху схватятся и не развалятся. Пока ленивые голубцы слегка запекаются в духовке, я готовлю соус. Поставила разогреваться сковородку, на которой я жарила лук и морковь. Добавляю томаты в собственном соку. У меня томаты не порезанные, я просто их разминаю лопаткой. Безусловно, если вы не хотите использовать томаты в соку, можно использовать томатную пасту. Также добавляю в сковородку сметану. Я использую жирную сметану. На мой взгляд, так соус получается вкуснее. И теперь добавляю воду. Довожу соус до кипения. Добавляю соль, обязательно сахар, черный перец. Соль, сахар, черный перец и другие специи добавляйте по вкусу. Но сразу скажу, не бойтесь добавлять сахар. Соус должен получиться такой кисло-сладкий. Добавляю 1 чайную ложку сушеного чеснока и паприку. Обязательно пробуйте соус на вкус. И также я добавляю 2 небольших лавровых листика. Получился очень вкусный соус.
Фрикадельки у меня слегка запеклись в духовке, они стали такие плотненькие. По желанию сверху можно разбросать порезанную капусту, и я также добавлю немного порезанного болгарского перца. Заливаю все сверху горячим соусом. Надо, чтобы соус покрыл сверху все ленивые голубцы. И отправляю все запекаться в хорошо разогретую до 190 градусов духовку примерно на 30-35 минут. Конечно, проверяйте готовность. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Голубчики готовы. Какие же они получились ароматные, просто великолепные. И все вот такие целенькие. Конечно, горячие голубцы подаем к столу. И обязательно со сметаной. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!